Здравствуйте, дорогие мои подписчики, здравствуйте, гости канала, всех рада приветствовать. Давайте про мужчину сегодня посмотрим, что у него происходит, да, как он там живет. И такое вот ощущение, что он очень сильно хочет поговорить. Вот посмотрим, проявится ли он в ближайшее время. Не знаю, будем смотреть быстро, долго ли будет об этом думать. И посмотрим, конечно же, в каких вы отношениях, что карты скажут, да. Вот. Но, по-моему, он хочет поговорить. И, может быть, через карты. Через карты поговорит. Так что проговорите его имя, вытянем его на беседу, ну и будем смотреть, что там, как там. Мужчина, приходи. Приходи. Он действительно хочет встречи. Он хочет о чем-то поговорить. Мужчина, какой ты? Король жезлов. Ух, и дьявол здесь заканчивает все, да? А дьявол с чем? Такое. Так, мужчина. Какой-то он... Знаете, вот вы его знаете. И вот хочется сказать, я его еще не знаю, что тут карты говорят, но чувствуется с посыла. Вот хочется сказать, какой-то он сегодня не такой. Вот что-то в этом роде. Возможно, даже ему уже друзья говорили, ой, какой-то он сегодня не такой. Что-то у него действительно происходит. Он как будто бы как кулаки сжимает. Как кулаки сжимает. У него какая-то проблема есть. Какое-то ощущение всего не такое. То ли он не дома, то ли он из дома, наоборот, убежать хочет. Он хочет куда-то рвануть, но его что-то не пускает. И дорога, и такие вот рыцари, и даже карта победы, завоевания такого, чтобы он во главе всего король. Да еще и дьявол здесь вышел. Какие-то мысли не те, какие-то ощущения не те у него сегодня. Я говорю, он, скорее всего, даже сегодня, вот сейчас не дома. Куда-то стремится, куда-то идет. Может быть, уехал. Знаете, если он водит машину, да, он устал за рулем быть. Он хочет расслабиться, но и в то же время куда-то уехать. Он хочет такси вызвать. Он хочет, чтобы его друзья отвезли. И привезли, как говорится. Но он не может. Если он за рулем постоянно. Если у него нет машины, допустим, да, значит, он, не знаю, что-то другое держит вот в уздах, как говорится, как эта колесница. Значит, что-то другое ему не дает расслабиться. Может быть, он на себе тащит груз ответственности какой-то. Как за рулем все равно, да, можно сказать. Может быть, он действительно, вот первая карта, тройка пентаклей вышла, и он именно
деньги кому-то должен, либо в дом приносить постоянно и побольше, либо он у кого-то занял, одолжил или кредит взял, и вот он должен с этим уже скорее рассчитаться. Его что-то тревожит конкретно, да, он хочет победу, но победа как будто бы его обходит. Нет у него в жизни сейчас этой победы. Ну, когда все действительно решается как хочется, человек радуется, он на коне, да, с таким вот настроением шикарным. Нет у него этого. Он продолжает бороться вот, за то, что ему сейчас очень нужно. Какие-то разговоры, какие-то, ну, как бегает туда-сюда. Вот я и говорю, либо на машине, либо по каким-то делам, потому что груз ответственности очень сильный. И да, даже люди вокруг могут говорить, ой, какой-то он не такой. Может быть, всегда улыбающийся, а сейчас жесткий такой вот, просто даже не поздоровается, пройдет. Вот на сегодня так. И то, что дьявол здесь закрывает, да еще вот с этой вот картой, с 7 жезлов, это как будто бы он хочет какого-то дьявола победить. Но победа обходит стороной. Здесь дороги раздваиваются. А почему? А тут какая-то скрытая ситуация. Какая-то у него тайна есть. У него, а ну карты, или у кого-то другого. У него и у еще одного мужчины. И мужчина этот либо очень близкий знакомый друг, либо, не знаю, брат, отец, близкий родственник. Потому что часто общались, какие-то дела делали, куда-то вместе ходили, ездили. Близкий человек ему, мужчина. Что-то есть, вот прям закрытое что-то, какая-то тайна. У них разговор недавно был, и по телефону говорить не хотелось. У них был телефонный разговор, но очень такой поверхностный. А вот как душу, если прочитать, что-то они очень сильно хотят обсудить и решить. Что-то у них, как по верховной жрице, вот закрытое. Им хочется какие-то действительно дебри разбросать, какой-то груз убрать. Хочется, чтобы туз кубков вот наконец-то, ну, не знаю, дал жизнь дальнейшую этим людям. Мужчина, который сейчас вот вышел, да, на расклад, тут по этим картам, я даже не знаю, тут прям даже не знаю, каким словом его еще описать. Серьезно, сегодня он реально не такой. Даже вот для меня, хотя вот хочется его прочитать, и никак толком не могу. У него на душе вы, но скажу так, как вы уж не обижайтесь за слова мои, да, но чувствуется как образец для сравнения. Вот это вот не очень, потому что 5 мечей выходит, здесь королева кубков и король кубков, но с 5 мечей. Он вас всегда сравнивал с кем-то. Самое удивительное на сегодняшний день, что он понял, что он зря не понимал раньше вас по-настоящему. А сейчас, наконец-то, он и себя понял, и кое-что
по тем ситуациям, которые были между вами. И он до конца вас даже не разглядел вот до сих пор. Но кое-что, да, он понял. Он очень хочет вернуться к вам. Вы не вместе, скорее всего. Ну-ка. Боже, какой расклад сегодня. Как тут зажатый. Ну, мужчина сам, потому что такую энергию несет. 13-й аркан. Трансформацию хочет мужчина. Между вами. Но по умеренности и 13-му аркану, да, здесь могу сказать, у кого-то нет отношений на сегодня, ну 13-й аркан, карта смерти, нет отношений, у кого-то все-таки умеренно еще что-то тянется. Почему? Потому что 100% вы в ссоре или же в каких-то недопониманиях, либо реально вы расстались и давно не виделись. Вы не в одном доме, вы в плохих отношениях расстались. Вот именно с какой-то болью. Но самое главное, что мужчина, несмотря ни на что, даже если вы очень давно уже не вместе, или пару дней всего лишь, но он хочет к вам вернуться. И я здесь в раскладе вижу, что у кого-то из вас тоже есть желание вернуть этого человека, либо вернуть отношения. Но отношения, конечно же, хочется вернуть такими хорошими, как они изначально казались и чувствовалось, да? Кто-то из вас, как по умеренности, до сих пор еще какими-то ниточками связан с этим человеком. Вы много прошли обдумывания. А как по-другому? А что было бы? У вас много мыслей было разных. Зачем я его встретила? Либо, а вот если бы так, а что бы было? Вот было такое. Но вы себя старались поменять, вы себя старались защитить от этого человека. Вы даже, кто-то из вас, я говорю, может не все, но кто-то из вас хотел даже сделать отворот. Чтобы уже не страдать по этому человеку, который вот так поступает. Мужчина многое что прошел. И сейчас он тоже старается изменить себя. Почему я сказала, да, изменить себя? Он как-то более трезво думает о всем, что происходило и что происходит сейчас. Мечевой король больше головой думает, а не тем сердцем, душой, хотя всегда нужно и сердцем, и душой думать. Но в данном случае реально. То, что он думает только головой, это намного лучше. Он может исправить ситуацию, и да, он может буквально через пару дней прийти. Но где-то неделю, может быть, затишье будет, потому что, я говорю, он сейчас какой-то не такой. Да, он хочет, колесница вышла. И дороги эти троечка жезлов, это что же дороги? Но это больше как его личное. Личное на сегодня. У него есть дороги, у него есть задуманное что-то. Но вы у него, с одной стороны, на первом плане, но с другой стороны, сначала надо то доделать, что-то изменить, с каким-то человеком еще раз что-то обсудить, и потом уже он встречи будет очень желать, и, скорее всего, вы его увидите. Вы его увидите через, может быть, недельку, может, даже и раньше. Если вы реально уже знаете, так да не увижу я, потому что где-то далеко живет или уже все, да, ушло, то в этом случае он, значит, будет где-то следить за вами. Может быть, он себя не покажет, и вы его не заметите, но он будет следить за вами. В соцсетях или реально подъедет, а где вы, а с кем вы, где-то там со стороны решит посмотреть, либо через кого-то спрашивает, но ему этого очень хочется. Он хочет увидеть вас реально, реально увидеть. Может даже мимо пройти, вроде как отвернулся, со своим по телефону говорит, но
боковым зрением будет смотреть, чуть ли глаза не свернет. Вот и такое может произойти. Вот в ближайшую неделю. Может, через неделю немножечко там, 7 дней где-то, да, 8. Может, даже и на днях. Ну, почему так говорю? Потому что у него действительно какие-то дела, которые он должен завершить. А то, что вы у него как человек, ну, как для сравнения, потому что вы не такая, как все. Вот по его мнению здесь, вы не такая, как все, и он всегда, а вот она бы, а вот она, вот а он про вас. Если раньше он считал, что где-то там есть еще лучше, то сейчас он понял, что лучше вас нет. Ну, по вот этим картам 100%. Вот это сегодняшнее его чувство. Без вас пусто. Вот реально пусто. Это пятерочка, пусто. Он так смотрит в окна, где свет горит, где хорошо. Он, кстати, завидует, молча, конечно, тихонечко так, и какому-то своему родственнику, у которого все хорошо в семье. Он реально завидует. Так, заберу. Ну вот здесь действительно он хочет с вами поговорить. А что бы ты вот сейчас сказал через карты? Ты огонь. Жезловая королева выходит. Жаль, что между нами подвешенная ситуация. Между нами забор. Я хочу его пройти, я хочу его переступить. Я хочу найти выход и найти дверь к тебе, чтобы она была открыта. Сейчас я в замешательстве. У меня многое происходит, и я должен с этим разобраться. Двойка пентаклей — это взвешивание, и надо решиться на что-то, надо что-то убрать, что-то изменить, где-то подогнать, не знаю, что-то вот у него есть, что-то такое, что его очень сильно сегодня просто выводит. Ну вот он, груз, десяточка, груз. Но я разберусь, и я приеду к тебе. Я честно говорю. Ну, тут справедливость, юстиция, карта. Он говорит, я честно говорю, что я хочу быть с тобой, я хочу с тобой поговорить. Вот, опять колесница. Еще тут вижу. Он хочет обсудить какие-то деловые вопросы, и с вами тоже. Либо для вас что-то делает. Ну, так вот мысленно представляет вас и свое дело. Может быть, нужно подписать какие-то документы, опять же, да, по справедливости и юстиции. Решить какой-то сложный вопрос юридический. Вот такое еще может тут быть. Мне без тебя плохо, мне без тебя тяжело. Почему ты меня игнорируешь, он говорит. А вы точно его игнорируете? Ну, ему так кажется. Вот здесь по картам ему так кажется. Почему я ее послушал? Мужчина говорит. Да. Какая-то женщина что-то сделала, что-то сказала. Знаете, была женщина, которая именно закрывала путь ваш друг к другу. Либо что-то о вас говорила плохое, настраивая его против вас, либо, не знаю, ему сказать: у тебя есть другое, у тебя есть там работа другая, зачем ты туда идешь, зачем ты все бросаешь. Вы знаете, он сначала думал
что у него все еще впереди. Сейчас он думает, что он все упустил. И если и есть что-то впереди, то немножечко. Вот такое ощущение его сегодняшнее. Вот по картам и вот так чувствуется все это. Да, энергия хоть плачь. Иногда такое будоражное что-то, иногда такое веселое. А здесь хоть плачь. А что у тебя в доме? Я не могу сказать, что у него в доме. Понимаете, у него в голове сейчас деньги, работа и не дом. То ли он реально сейчас не дома, то ли он дома, но вообще в других мыслях. Хорошо, не у тебя спрашиваю, у карт спрашиваю. Что, карты, что у этого мужчины сейчас в доме? Опять дорога выходит. Да не дома он. Как-то так. Ну, с какими-то людьми. Говорит о своих проблемах. Хочет решить все это. И побыстрее. Боится, что это растянется на полгода. Очень не хочет. Он хочет сейчас что-то вот реально решить, и все, и он успокоится. И он очень надеется, да, что буквально вот пару дней он все это решит. Но тянется, он боится, что будет тянуться или вообще уйдет. То ли он должен кому-то, то ли бизнес горит, то ли действительно он не дома, а хочет вернуться, то ли у него какие-то юридические разборки идут. Он не скажет прямо всем подряд. Он не покажет вид, что у него там плохо. Будет показывать себя сильным, таким хорошим, таким успешным. А на самом деле... У тебя со здоровьем все хорошо? Принц мечей. Да вроде да. Ну, есть по мечевому принцу есть проблемки. Есть что-то такое. Но если дама выходит, да, он обращался к врачу. Женщина-врач. Что-то ему сказала. Что-то он делает. Вот. Но сильно так нет. Чего-то сильного нет. Так, мелочи. Сердце у него разбито. Любви у него нет. Мечтает изменить свою жизнь. Мысли твои и чувства к девушке, которая смотрит сейчас. Чувство ожидания. Домой к вам хочет прийти. Разговор будет через 4 дня, через 4 часа. Но если через неделю нет, значит он до сих пор вот через неделю и все равно не разобрался со своими проблемами. Ему еще хуже будет. Семерочка ожидания, 7 дней. Через 4, четверка жезлов, он может прийти в ваш дом. Через 4, допустим, часа, 4 дня. Но если через 7 дней его не будет, значит у него конкретные проблемы, которые он просто никак не может решить. Но он хочет. У него сегодня сложно все. А радость какая-то есть? Обманная радость. 7 мечей. Обманная. Почему? Сам себя обманываешь? 9 пентаклей. Да, он считает, что если будут деньги, то все может решить. Есть такое, что он радуется своим делам, денежкам. Он радуется получению, может быть, какого-то дохода или что-то еще, или наконец-то будет радоваться, что знает, откуда расплатиться с чем-то, да, или донести что-то кому-то там надо.
Но деньги у него на первом плане сейчас. Это обман. Он обманывает и себя тоже. Ну, куда деваться? Это его мысли. Радость в денежках. По картам это обман себя. Ты этого не понимаешь, да? Нет, закрытые глаза. Он думает, за деньги можно все купить. Вот тогда он на высоте. А денег нет, все. Эх, мужчина, а что говорит Вселенная? Вот, что тебе действительно принесло бы радость и восстановление? Жезловые отношения, огненные отношения, которые можно исправить. Если бы он действительно взял жезл в руки и просто себя переделал чуть-чуть, его бы жизнь поменялась. И денежки ниоткуда пришли бы сразу, и самочувствие восстановилось, имидж восстановился, такой вот его личный, да. У вас, вот вы ему судьба. Ну вы, вот, пожалуйста, я сказала, и тут же карта выпрыгнула. Это высший суд. Вы его судьба, он упустил. Упустил возможность реально не мучиться, а просто быть счастливым. А он же думал, с вами мучиться будет. Нет, кто-то ему наговорил. Кто-то ему реально наговорил все это. Кто тебе наговорил плохое? Ну, кто-то из окружения его именно вот столько всего говорили, делали, что он и остался в этой пустоте, в таком вот холодном одиночестве. Потому что он думал, что его весь мир любить будет. Нет, не получается. Твои действия, твои планы. Не знает пока еще, как в клетке. Хотя восьмерочка мечей, она всегда показывает, что клетка клеткой, но выход всегда можно найти. Если он его найдет, ждите в гости. Если нет, так и останется на долгое время в этой клетке. Если вы давно уже не вместе и уже даже думаете, что зачем, да, мне с ним встречаться, ну вот он император, он будет следить все равно, как я и говорила. Он все равно будет следить, даже понимая, что вы не можете быть вместе. Так какой-то расклад грустный аж. Ну вот какой-то такой, это его, вот это вот сегодняшнее самочувствие, энергия. Он как будто бы вот в какой-то нирване и в то же время в каких-то нервах, в каких-то недоделках. Ой, надо позвонить, ой, надо то. Раз, отвлекся, успокоиться, и опять мысли в голову пошли. Ага, вот это не сделал, вот это не сделал. И все-таки, если есть машина, с машиной тоже есть проблема, из-за которой он тоже переживает. Десяточка мечей, много у него того, что лезет в голову, и то, что приходится чинить, менять, исправлять. Вот. Ну, давайте посмотрим, если есть другая женщина, что с ней у него. Если вы точно знаете, что нет другой женщины, да, либо не знаете, то пропускайте. А если знаете точно, вот что у тебя с другой женщиной. Отшельник. Ее либо нет реально, как вот много уже, даже вот на этот вопрос вот постоянно выходит отшельник или еще какая-то карта одиночества. Уже сколько раскладов. Я отшельник. Я отшельник. Даже если она есть, он хочет, он не дома, значит, реально не дома. Либо он видит ее дома, и она просто ему не нужна. Ты не любишь ее, да? Король выходит, верховная жрица. Нет, он может показывать, но король кубков с верховной жрицей, это такой ответ. Я могу это показывать, на улице выходить, куда-то вместе, может быть, нужно пойти перед кем-то, да, показать себя, но он не любит ее. Опять же идет обман. Вот такое. Что еще у тебя спросить, а, мужчина? Так, ты о ком-то
Можешь сейчас рассказать еще, кто тебя тревожит? Такой вопрос странный. Нет, я от этого ухожу. Не хочу, говорит, рассказывать. Почему? Потому что мой мир рушится, потому что я всем должен, но никто мне не помогает. О ком-то конкретном сегодня не хочет рассказывать. Как тебе завтрашний день, как ты его видишь? Король кубков с королевой мечей. Завтрашний день он видит с вами. Кстати, он вас в королеву мечей, можно так сказать, превратил. Почему? Потому что он столько всего сделал, что где-то в каком-то подсознании, либо реально, вы к нему холодны, но он так чувствует. Вот вы любили его, а теперь холодно на него смотрите, как будто бы. Вот это у него сейчас в голове. А если я к ней приду, а она вот такая холодная королева, как мне быть дальше? Да, это его тоже пугает. Ну, давайте посмотрим, что карты скажут, если вы действительно хотите быть с ним. Ну и потом, если вы не хотите быть с ним. Как всегда, да? Посмотрим, что карты скажут для вас на сегодняшний день. Так, если вы хотите быть с ним. Тут дьявол вышел. Туз пентаклей. Иерофант выходит. По судьбе вы должны быть вместе. По судьбе, возможно, почему говорю возможно, сейчас скажу, вы будете вместе. Но, вот и говорю, как говорится, да, если он все-таки выберет отношения, любовь, уважение, ваше мнение, ну вот вас, да, вот именно вас, тогда вы будете очень счастливо жить и получать свои вот просто золотые плоды, золотое время жизни, такое красивое. Но если он выберет не по кубковому, а по тузу сразу, да, сразу вот как деньги по дьяволу, вам судьба закроет ход к нему. Вы, как Иерофант здесь по картам говорит, вы не будете счастливы с человеком, который будет ценить все вокруг, но не вас. Вот если он будет ценить вас по принцу кубковому, все дьяволы отпадут, страсть начнется, жизнь начнется, перспективы откроются. Но если на первом месте деньги, все. Тебе что, кто-то сделал на такое мышление? Пятерка жезлов? Да нет, это его. Это разговоры, это, наверное, просто понимание этой жизни. Может, действительно, мама так всегда говорила его. Да? Может быть, детство его было сложным, поэтому вот он такой и вырос. Ну, как-то так Иерофант сказал. Так что вам сейчас проявляться точно не надо, туда дьявол сидит. Точно не надо. Вот. Но и в то же время вы должны быть уверены, что любовь по-любому в вашей жизни будет и очень красивая. Этот человек либо другой, но любовь будет. У вас по судьбе написано. Просто Иерофант закроет ему дорогу, если он ценить вас не будет. Так, если вы не хотите быть уже уверенно, да, не хотите быть с ним, что карты скажут? Ну, королева кубков. О, вы любите себя, и вы понимаете себя, и наконец-то идете к свершению, к победе, к каким-то интересным вообще супермоментам. Да какой идете вы уже здесь? Вы уже здесь, в этой победе. Вы очень нравитесь. Вы реально нравитесь. Вот когда на вас люди смотрят, им хочется улыбнуться. Вы как будто свет. Вот именно свет у каждого человека, кто знает вас, в конце туннеля. Вы вот этот свет. Угу. Вы нравитесь. 3 карты такие шикарные сразу же. И Луна. Просвет. Ждите просвет. Ждите какие-то прекрасные перемены после ночи день. Да? Ночь уходит. День наступает. По Луне будет какой-то
знакомство с человеком именно вечером. Вечером услышите какую-то очень забавную, либо очень нужную новость. Тоже вам понравится. И еще вечером, вот эти 7 дней от сегодняшнего дня, скажите, что «а я себя люблю». Я себя люблю. Вот эти 2 карты. И вы получите просто вот великолепное разрешение ваших проблем. Каждый вечер. Если Луну будет видно на небе, то прям на Луну говорите. А я себя люблю. И все, больше ничего не надо. Угу. Просто 7 выходила очень ощутимо в этом раскладе, именно цифра 7. Вот говорю, можно и 1 раз сказать, но лучше бы 7. Каждый вечер. На Луну, на небо, можно даже просто так ложишься и говоришь. Спать ложишься когда, да, и говоришь. Так, что тут напоследок, мужчина, ты еще скажешь? Ты моя императрица. Я страстно, тут жезлов, хочу быть рядышком. Скоро приду. Это скорость. Это известие, это встреча. Скоро приду. Но это его мысли через расклад для вас сейчас. Принц Пентаклей. А принц Пентаклей — это карта «жди», либо пока вот решу свои вопросы и приду. Я хочу уже быть рядом, потому что когда я на тебя смотрю, у меня страсть просыпается. Реально вот так. Я говорю, даже если вы давно уже не вместе, но он просто вот в голове живет с вами. Но по принцу Пентаклей чего-то там делает, что-то ждет, хотя очень хочет прямо уже сейчас увидеть вас. Вот так вот. На дне колоды 5 жезлов. Это какие-то разговоры, это какие-то... Знаете, что еще вот по этой карте могу сказать? Если вы действительно вот 7 дней подряд скажете «а я себя люблю», вот именно вот когда Луна уже в небе, тучки, не тучки, но чтобы вот это время, что Луна вот наверху, да, уже светит. Даже если тучки будут, ничего страшного. В это время, да, у вас как будто бы ниточки связи ненужные разорвутся. Вот иногда так чувствуешь, да, что что-то не так, что-то не получается, как-то отойти не могу, как-то новое что-то начать не могу. Либо простить, либо наоборот забыть, или еще наоборот притянуть обратно. Ну, у кого что, да, на душе. Так вот, по 5 тут 5 жезлов получается. Это как нити. Нити, которые наконец-то вот как где-то отрываются, где-то связываются и становятся на свое место. Вы реально многое исправите в своей жизни. Вам полегчает на душе, и вы будете точно знать, к чему стремиться и что делать дальше, чтобы самой быть счастливой. Именно вот 7 дней скажите им уверенно. Ну, даже если первый день еще не уверенно, 7-й вы точно скажете «да, я люблю себя». Все. Вы как будто все ставите на свое место, вы как будто бы какой-то запутанный клубок распутываете, вот этих нитей. И клубок показывает вам новую дорогу, новые отношения, либо реально мужчина наконец-то проявится, которого вы ждете. Вот так. Сделайте. Самой станет вот реально легче. Это честно, если уже проверено. Я знаю такие случаи, что действительно людям становится легче. И начинается новый отсчет. Угу. Все, на сегодня все. Счастья вам огромадное. Пусть все получается. Пусть все распутывается ненужное, чтобы быть нужным, да? Вот, чтобы было видно, что около тебя. И что хочется, а что не хочется. Только на Ютубе, как я всегда говорю, только на Ютубе смотрите мои расклады. Если на каких-то других платформах, да, Дзен, Рутуб, Фейсбук и так далее, меня там нет. Это ворованное. Смотрите аккуратней, чтобы у вас вместе с моими видео еще энергию вашу не поворовали. Здесь наоборот идет защита, так что приходите, делитесь моими раскладами.
с другими людьми, может, кому-то тоже нужно будет. И получайте себе большой-большой плюсик в карму и в судьбу, как я всегда тоже говорю. А почему? А так оно действительно происходит. Вы это увидите. Все, счастья вам преогромное. Увидимся, услышимся, на связи. Не прощаюсь.